Всем привет из Египта! Сегодня мы в гостях у очаровательной блондинки, которая долгое время мечтала переехать в Египет. Ну а в начале видео подписывайтесь на мой канал и приятного вам просмотра! Ну вот, наконец-то Наталья в Хургаде. Дорогие друзья, немножко расскажу. Мы познакомились с Натальей, она приехала несколько дней была. И, в общем, мы с ней общались долго, переписывались. По нескольку раз несколько дней. Да. Вот. По нескольку раз По я несколько раз, ездила по несколько дней, и уезжать не хотелось. И это были предсмертные судороги, когда хватаешь каждый глоток каждого дня. Да, и вот мы так с ней общались. И мне этого было всегда мало. Вот, и она говорит: Вика, так хочу в Египет, хочу прям насовсем. Я говорю: ну, обрывай все связи, приезжай насовсем. Обрывать-то нечего, не у всех людей есть связи. Вот есть люди, у которых есть связи, им тяжело. Они постоянно плачут, слушают и говорят: ой, мы тоже хотим, не можем. Но есть куча людей, у которых, в принципе, обрывать нечего. Это такие женщины за 50, вот это как примерно как я. Вот, поэтому они уже все сюда хотят, спрашивают, как, что, почем. Вот, они в основном в массе своей, они состоявшиеся женщины, поэтому они сюда приезжают как бы уже с деньгами. Вот, и, ну, с ними, вот эта категория мне не интересна, потому что, ну, в любом случае вы знаете, что у них все будет хорошо, когда есть деньги. И когда есть много денег, когда можно поехать не только в Египет за эти деньги, но и черт знает куда угодно, да, как бы проблем никаких нету и разговаривать не о чем. Да, а ты приехала, у тебя просто запас есть денег на первое время? Да, а потом... я приехала, как все нищебродки, вот. Которая еще не дожила до своего пенсионного возраста, ну, хорошо было бы попасть сюда, когда пенсия капает, вот, ну, но я не стала ждать, потому как, а вдруг я умру быстрее, чем я дождусь этой пенсии, точно. Счастливой хочется быть сейчас, поэтому я решила рискнуть, то есть собрала свои по сусекам пошкребла, то есть 2 копеечки, и вот приехала. И как у меня тут будет получаться выживать? Ну, будем показывать с Викторией. Я не знаю, да, будет тяжело, у меня розовых очков нету. Что ты кушаешь, где что я кушаю, где я покупаю продукты, да, как я выживаю. То есть мне самой интересно. Мне не то, чтобы я хотела бы там, либо мне есть что показать кому-то что-то. Нет, я сама этого ничего не знаю, поэтому в процессе я с удовольствием сама это буду все смотреть, изучать. Будем сериал делать, правильно, Анташ? Такие, да, маленькие такие сериальчики я с удовольствием, потому что очень много людей, да, спрашивают у меня, вот судя по тому, что я вот 2 недели здесь нахожусь, они спрашивают, каково оно, то есть не страшно ли, не накрывает ли там, когда уже там розовые очки у меня слетят, все ждут. Вот да, что ты чувствуешь? А у меня их не было изначально, этих розовых очков. Что ты чувствуешь? На данный момент я себя чувствую как дома. Я в таком балансе нахожусь. Я не чувствую себя максимально счастливой и максимально запуганной, какой-то испуганной, когда вот говорят, что там думаешь, вот вдруг ты совершил ошибку. Вот ты приехал сюда, собрал свои манатки, привез, а вдруг я совершила ошибку. Ну и что? Вот я не чувствую горя никакого. Ну, совершила ошибку. И также соберу свои манатки, в любой момент я вернусь в любое другое место, поэтому я чувствую себя спокойно. Вот в каждый момент я чувствую себя как дома. Правда? Неважно, где я нахожусь. Ну, какая разница? Ну, я же не инвалид, то есть, ну, сколько там билет тот стоит, чтобы я не нашкребла обратно денег. Ну да. То есть проблем никаких нету. Живи и радуйся. Тем более такой возраст, когда дети выросли, когда социальная программа выполнена, ты никому ничего не обязана, соответствовать не обязана, быть кем-то тоже не обязана, абсолютно никем. То есть все вот эти социальные программы, установки, все это снято, и вот это самое легкое переносит, когда ты понимаешь, что ты можешь поехать ни с чем абсолютно, с одним рюкзачком, куда угодно, тебя ничего не держит, и
ты никому ничего не должна. Это офигенное чувство. Вот от этого чувства я кайфую, а не потому, что у меня розовые очки, и я там что-то от Египта ожидаю, Да. как многие думают. Нет, я могу поехать в любое другое место. Но почему-то вот мне захотелось в Египет. Вот почему-то сейчас мне захотелось в Египет. Возможно, мне здесь приживется хорошо, а возможно, я могу поменять место, неважно. То есть главное, что я могу перемещаться свободно, и это была моя мечта. Свободно перемещаться, вот. А теперь мы с Викторией решили чаечек позавтракать на моей шикарной крыше дома, о которой я мечтала, когда я сюда ехала. Я очень хотела, чтобы в моем доме, вот в Египте, очень часто в некоторых домах есть красивые крыши. Вот. И я очень мечтала, это была моя мечта, чтобы она у меня такая крыша была. И она у меня осуществилась, эта крыша. Сейчас мы ее покажем. Я там и завтракаю, иногда обедаю. Ну, правда, сейчас зима, и там сильный ветер будет. Но мы покажем. Безветренную погоду там просто шикарно. А вечером там, ну, словами не передать. Давай рассказывай людям, как твои ощущения Египта. Ну вот я что ты чувствуешь, потому что я не помню. Я не могу рассказывать, я уже показываю свои ощущения. Уже все могут просто смотреть и делать выводы, какие ощущения я чувствую. Вот. Смеяться хочется всегда. Да? Да. Плакать мне еще не хочется пока, еще не пришел этот момент. Ну, даже если придет, ничего страшного. Плакать тоже полезно иногда. Поплачешь, и сразу не то, что легче становится очень даже... Открываются широты, мысли становятся ясные после этого. Приходят какие-то новые решения. Ты скажи людям, у тебя есть египетская любовь? Я же тут начала загонять в психологию. И писательница, и болтушка, и отчасти какой-то такой частный психолог. Люди любят, хотят знать, у тебя тут есть бойфренд египетский? Вот как честно сказать, их, наверное, штук 15. Да? Как можно иметь одного бойфренда, живя в Египте? Ну, это же как-то не по-человечески, что ли. Мы сюда для чего ехали? Одного можно было иметь у себя дома там. А сюда ехать за одним. Ну, глупость какая-то. Слушай, вкусная вещь. То есть они все знают, где ты живешь? Конечно, никто не знает. Это же бойфренд. Да, они не должны знать, потому что они придут и разнесут. Я же умная. Зачем я должна свои пароли и явки выдавать все? Поэтому все очень по-хитрому. Все есть. Да. А как же без них? А кто-то же должен помогать. Я же девочка. Да. Кто-то должен что-то носить. В общем, у тебя кто-то должен поднимать тяжелое, кто-то должен смешить, кто-то должен петь, кто-то играть, кто-то танцевать. Наталья, знаете, чем она мне очень нравится? Наталья босс по психопатам. Ну, да. Если я ученый, то она босс, она психопат от нее нервно плачет. Я не понимаю, как можно иметь в жизни одного психопата и мучиться от него. Я думала, мы будем делать видео какое-то культурное. Ну, в общем, ты мне задала вопрос, есть ли у меня бойфренд. Нет, вот знаешь, тебе что? ответ. Да. Как возможно иметь одного бойфренда, я скажу живя такое... в Египте? Да, все верно, все верно. Мы же не можем с тобой дальше посидеть спокойно и попить чай. Я даже так скажу, знаешь, на самом деле все умные женщины в Египте имеют много бойфрендов. Только я не имею никого. Мы специально спрятались на крыше дома для того, чтобы нам никто не мешал. Они пришли. Они нас даже здесь достали. Как можно иметь одного, я не понимаю, страдать? Да. Ой, дорогие друзья, это, в общем, все женщины умные живут вот так вот, как Наталья, много имеет. А Виктория – это режиссер Египта, у меня не хватает времени на много мужчин. Поэтому я и режиссер Египта. Много работаешь, надо отдыхать иногда. Да. Ну ничего, я просто, знаешь, как сказать, я такая внутри, знаешь, как мотылек.
Я буду тебя учить отдыхать. Чистый мотылек. Я могу только общаться с чистыми мужчинами. Вот, знаешь, я нахожусь на той стадии жизни, что вот меня можно удивить только чистой любовью и порядочностью. Все, больше ничем. Ни деньгами, ни властью, ничем. Вот прям душевной чистотой. Знаешь, а я чувствую, вот мужчина искренен или он, сам понимаешь, да? Ну, самая чистая любовь, самая настоящая это любовь у нас самим к себе прежде всего. Поэтому, в общем-то, нужно наслаждаться тем, что есть, поэтому, а все остальное, будет, не будет, прибудет, не прибудет, это уже как Бог пошлет. Ты мне скажи, у тебя страхи прошли? Есть какие-то страхи? Вообще никаких страхов нету. Как это? У меня были сильные страхи, когда я приехала, сейчас расскажу, второй раз в Египет. Такой поднос, такая апельсинка. Это мой поднос любимый, я все свое любимое с собой. И когда я второй раз приехала в отель приехала, почему-то, я не знаю, что со мной тогда произошло, но я попала в какую-то странную атмосферу, какие-то проблемы, пока мы оформились. Потом я не знала, как оттуда выехать, как приехать там, в какое-то нужное мне место. И я растерялась, и я так испугалась, у меня как будто какая-то клаустрофия случилась. Я даже вздрогнула, вот когда второй раз приехала, это был отель. Я не могу до сих пор понять, что со мной было. Я вот это состояние все думаю, почему оно ко мне снова не приходит? Когда ты чувствуешь, что все чужие вокруг, что к тебе некому обратиться, что ты здесь одна, и мало ли что случится, ты можешь погибнуть там, и даже если ты заболеешь, и ты даже себе не сможешь вызвать скорую. Потому что теперь много людей тут знаешь. Вот этот раз я приехала в никуда. Я не приехала, то есть в отеле же я была защищена. Если бы со мной что-то случилось, то у меня и страховка есть. То есть наоборот, как бы я должна была быть спокойной. Тогда было что-то, может, это солнечный у меня был ожог головы, я не знаю. Но вот этот раз я приехала практически вот с чемоданами, меня встретили люди в никуда абсолютно. То есть мы где-то сутки искали квартиру, даже не сутки, мы за один день нашли квартиру, но в любом случае я приехала в никуда. Да, у меня был маленький стресс, но мне было интересно, и почему-то было спокойно. Вот. Ну, потому что вот Виктория у меня есть. Есть еще несколько подружек, с которыми мы хорошо познакомились. Ну, я подумала, ничего страшного, если вот такая красивая женщина, как Виктория, может жить одна с ребенком здесь, то что со мной может случиться со взрослой женщиной? С красивой блондинкой, да? Которая, в общем-то, в своей жизни уже прошла огонь и медные трубы и пережила всякие сложные моменты в своей жизни. Вот. Ну, конечно, моя жизнь в Минске не была легкой. Вот. Поэтому мне есть с чем сравнивать. И, может быть, я так думаю, чем отличаются вот эти женщины, которые плачут, что Египет – это, по-моему, дыра какая-то такая, дыра мира. Ну, не знаю, может, они жили в каких-то шелках и в богатстве, и в огромном количестве любви и кавалеров у себя дома. Тогда что они здесь делают? Вот непонятно. Вот. Почему они тогда сюда приезжают, если у них там все хорошо так, а здесь все так плохо у них? Вот. Я этого не понимаю. Поэтому у меня как бы всегда есть сравнение. Вот. И сравнивая жизнь в Минске, там хорошо, спокойно, но там много чего не достает, что есть здесь. Поэтому я это ценю. Вот. И как долго мне это не надоест, мы посмотрим. И в какой момент мне это надоест, мы тоже посмотрим. Поэтому все будет по ходу видно, по ходу бытия, как говорят, с каждым шагом. Будет хорошо, будет плохо, это не имеет значения. Для меня это не имеет значения, как будет. Я не расстроюсь ни в каком случае. Будет плохо, это тоже будет интересно, будет что рассказать. Будет хорошо, тоже интересно. Кстати, люди любят, когда плохо. Скажи, пожалуйста, вот в Египте Поэтому, может, да, когда плохо слушать, любят, да, слушать, очень много ушей, всем интересно, ты когда плохо. Плохое? Ну, конечно, я буду плохое рассказывать, я специально даже буду концентрировать внимание на этом плохом. Да? Вот. Смотри, у меня вот такой вопрос, Наташ. Сюда едут женщины сильные или вот
тут любой человек может быть или сильный человек? Здесь может быть только сильный человек жить и радоваться жизни. Здесь может только сильная женщина. Слабая женщина здесь съедается моментально. Кто ее съедает? Мужчины Психопаты? местные. Ну, даже не обязательно он должен быть психопатом. Это может быть обычный мужчина, египетский нормальный мужчина. Он ее в любом случае съест, потому что он мужчина, потому что он хищник, потому что это его природа. Ну как? Это его природа, и все мужчины одинаковые, хочу сказать. Ну, нормальные, хорошие мужчины, что у нас в Минске, что в Европе, что здесь арабы, они все одинаковые, хищники, мужчины, охотники, они хотят все одного и того же от нас. То есть ничего удивительного, и этих женщин съедают у себя на родине, и поэтому они здесь думают, что здесь сказка. То есть там на родине плохо, их мужчины не любили, ели, пользовали, имели, а сюда они приезжают, и здесь их любят. Подожди, я тебе так скажу, у меня, вот я жила последние 19 лет в Москве, у меня там много друзей есть, мужчин хороших, которые меня не ели, которые ко мне очень хорошо относились. Так вот, если у женщины внутри вот это вот есть не установка, а состояние вот это вот, когда она умеет жить в любом месте с любыми мужчинами, и она их находит, она умеет себя поставить так, что ее не съедят, то она может жить где угодно, и в Египте тоже. Ага. А если она не может себя так поставить, она будет везде страдать. То есть она страдала у себя, да, вот с России приезжают девочки много. Вы думаете, они там жили хорошо? Нет, у них мужья были алкоголики, били. Вот, и они приехали сюда, и тут их на руках носят. Ну, первые, как говорится, дни. Вот. Сколько дней первых? Ну, месяц точно, 100% должны носить. Я даже То есть знаю можете быть историю. уверены, что можете расслабиться на месяц и получать удовольствие. А потом следующий просто. А потом уже, да, Надо менять. А потом... Дело в том, что я знаю Да. мужчину, одну пару с Эльгуны, то он год держался, а потом начал абьюзить. Ну, это как год... может быть еще такое, что он не стал абьюзить, а может быть такое, что он не держался, а он просто как обычный мужчина, как и все мужчины, они через полгода-год начинают плохо себя вести. Это нормально, потому что они расслабляются, они понимают, что женщина влюблена в него, что она ему... Это все мужчины такие одинаковые, это не абьюзеры и не психопаты. Вот. И женщина должна уметь, она должна знать природу мужскую, она должна знать, что с этим делать. Вот эти все небольшие качели, то есть управлять отношениями должна только женщина. Если она не умеет отношениями управлять, отслеживать вот эти процессы, когда мужчине приедается все, а всем мужчинам приедается женщина, буквально уже полгода она начинает приедаться, и у каждого своя реакция, то есть у каждого свое отторжение, каждому надо свое независимое пространство, и это нужно учитывать и тонко этим играть, это нужно уметь. Ну, по-моему, у нас в интернете об этом столько школ. Не, дело в том, что, понимаешь как, кто-то было бы желание у женщины развиваться, она будет развиваться. Хорошо, вот играть, а вот если, допустим... Это не игра, это структура отношений, это не игра, это просто знание природы. Слушай, а ты можешь организовать школу, как держаться от психопатов? От них не надо держаться. Не, как манипулировать психопатами, а вот тем более манипулировать ими вообще никак с ними не надо. А как ты определяешь? Если ты определяешь, что это психопат, а он определяем в ближайший месяц, он определяем, даже в ближайшую неделю определяем. С ним вообще никак не надо. Никаких ни отношений, ни манипуляций не надо. Зачем? Зачем? Девочки, они, если определяют сразу, а зачем они продолжают эти отношения? Ну, да, вот для того, чтобы победить психопата, в таком случае это их карма. И они влипают очень сильно. Не надо с ними связываться. Вот. Речь идет о нормальных мужчинах, которые могут дарить удовольствие, счастье и длительное время. Вот вам время Женатые попадают в эту категорию? Кто попадает? Женатые. Да, женатые тоже попадают. А что, они не люди, что ли? Ну да. Мужики, они везде мужики. Это такой сорт, я люблю говорить, это я любя все время говорю. Женщины тоже. Женщины и мужчины, все мы животные. Мы все подчиняемся инстинктам.
Вот, поэтому у нас животный мир правит нами все равно изнутри. Вот, это на бессознательном уровне, может быть, мы думаем так, а на самом деле мы поступаем противоположно. Совершенно не так, как хотим. Поэтому, да, мужчины, они такие. Вот это такое животное, а женщина – это немножко другое животное. И это нужно учитывать, это нужно понимать, как работает природа здесь, как она устроена. А то, что мы думаем, и то, как мы хотим, это никогда не случается. Это мы можем об этом говорить очень много, рассказывать, что мы хотим, как мы хотим, свои мечты там, и на самом деле ничего подобного в жизни даже и не увидим. А увидим мы, как обычно, обычную работу животного мира. Вот, разница... Интересное интервью блондинкой шикарной на крыше дома в Египте. Разница только, что одно животное высокоразвитое, а другое животное низкоразвитое. Вот и вся разница. И поэтому поведение у него будет очень разиться. И это все различие. Конечно, интересно с высокоразвитыми самцами. Ох! Многому есть поучиться. С ними, конечно, интересно. И каждый находит пару себе по себе. Вот. В зависимости еще от какие потребности у каждого свои. Наталья, ты знаешь, я считаю, что когда ты встречаешь, получается, хорошего мужчину, такого, скажем, развитого, да, получаются такие гармоничные, теплые отношения. Когда ты встречаешь психопата, получается игра. Психопат предложит даже вам игры игру. Не получается. Даже вот хочется поиграть. Бывает, что хочется поиграть и получить удовольствие от этой игры. Ага. Так вот, даже не получается никакого удовольствия. Потому что эта игра, она такая односторонняя, она не имеет взаимной... Вот есть качели, они хотя бы взаимно как-то качаются вправо-влево, а с больными людьми у них все как-то вот ограничено, у них все даже примитивно известно, жестко, да, и попадают к таким людям только те, которые просто не в курсе, от непонимания, от незнания, как это работает. Когда человек понимает, знает, он никогда не попадет в эту... это бред, это даже не интересно. Ну что ж, на сегодня все. Жизнь прекрасной Натальи мы будем систематически показывать. А пока подписывайтесь на мой канал и смотрите видео, которые я оставляю в заставках. Там очень много ценной информации. Пока-пока. До скорых встреч.